Здравствуйте, друзья! Осень в Анапе. Сегодня 22 ноября 2024 года. И я иду к Андрюхе, моему другу, помогать навешивать полку. Вот у меня с собой такой чемоданчик волшебный. И я двигаюсь к нему домой. Вот я свернул с улицы Шевченко и уже приближаюсь ко двору, где живет Андрей. И я уже смотрю, вот он. Привет, привет, Андрей. Да, привет. Заметьте, я тоже выписываю там по Валбересу. Сейчас в последнее время по Валбересу, а не по Лондону. Вот такую вот штуку вот всем рекомендую. Что это это? За шпион, шторка. Она наклеивается сверху, чтоб с тобой не подсматривали. Надо, например, видеосвязь отодвинул, она на все клеится. Супер. Да. Вот Андрей Пенек, Да. знаменитый Пенек. Я даже хочу про него написать песенку. Ах, пенечек ты мой, пенек. Да, это вообще здорово. А это стульчик Андреев. Да, вот тут, например, я раскладку ложу, вот так вот ставлю, вот так вот телефон ставлю и могу вот так вот посмотреть. И кино можно смотреть. Да, сюда пенек, кружечку. И пенек превращается в кинотеатр. Да, термокружка сюда как раз встает у меня, и все нормально. Да, осень, Андрей, с рекой красивая. Да, красота. Вот сейчас И на солнышке. еще и месяц виден. Да. Ну что, пойдем? Так, сейчас закрываешь. Так, Андрей закрыл за собой дверь, и сейчас мы заходим в его... Я все включу. Тут уже ничего не видно, но Андрей достает ключи и... Что-то у всех закрыто. Ага, да, ничего. Андрей нашел пиво «Доктор Дизель», которое мы с ним пили тогда еще... 38 рублей. Да, «Доктор Дизель». Оказывается, есть еще марка-то эта. Я Да, есть. удивился. Какая-то распродажа идет. Так, наша задача прикрепить на стену полки. Вот Андрей уже с помощью дрели одну дырку просверлил, но с дрелью очень, конечно, тяжело Да у сверлить. меня шуруповерт. И надо еще раз, два Только, и три. Саша. Три отверстия надо. Так, ну давай. Так, какая? Верхнюю. Не, погоди, такую. Верхнюю. Не верхняя, надо вниз. Она же, вот она полка, вот отчеркнул. Значит, должно быть посередине. Подожди. Ты что, Значит, да, вот, значит, вот, да. ниже, да. Ниже. Чуть-чуть ниже, да. Это не страшно. Вот одна есть. Сейчас я это все замету. Да, и всё. Да, Андрей, это же Bosch. Ну Как да. говорится, спроси любую бабушку на Крещатике, чем надо сверлить стены. Любая бабушка тебе ответит, что Бошем. Да. Но все равно чуть-чуть. Вот да, смотри, это, видишь? это я потом. А это говорит о кривизне стен. Да. Ага, ну все, по-моему. Так, это мы сейчас рассверливаем, потому что оказалось, что не хватает диаметра перфоратора, и у нас не входит. О! Входит? Да. Вы вычисти там мусор сначала из Да дырочки. я же из него вычистил. Ну-ка давай этим, сейчас забьем. Давай. Молоточком. Попробуем. Отлично! Yes! Я же говорю, вдвоем этим сверлить, а этим рассверлить. Точно. Да, мы не пропадем. Так. Мы еще можем этим зарабатывать. Запросто. Так, Сделаем бригаду. Так, сейчас Андрей закручивает кронштейн вот этот. Надо. Аккуратнее, Андрей. Надо убавить на минус. Проворачивай
проворачивается, Андрей, по-моему, проворачивается. Ну, Так, Андрей пробует надевать полку. правильно ли мы отмерили? Да. Не, ну мы отмерили, должны правильно отмерить. О, туго, Постукиваем. туго идет как, Ну, то, что туго, оно и сделано, чтобы она не слетела. Ну, Да, система, конечно, Андрей. да, очень сделано никак. Нет, тут надо киянкой. А мы сейчас... Может быть, тогда не будем, чтобы нам она не мешала, или нормально? И вообще-то нам не будет мешать, нормально. Да? Киянкой надо. Вместо киянки мы сейчас придумаем досточку. И Да, постукиваем не здесь. задача. Постукиваем. Идет. Идет. Опа. О, А, да. Это хорошо. так, идет. Все. По-моему, есть контакт со стеной. Все. Все. А сюда вон я вот эти теплашки буду ставить пустые. Фу, ну одну сделали, сейчас вторую будем делать так же, а потом уже покажу результат. Да. Андрей придумал, прямо зажал вот этот вот кронштейн в дрель и пытается его прямо туда прокручивается, да? Аккуратно, Андрей. Еще немножко. Есть, все! О. Есть! Андрей, ты рационализатор. Да, мы рационализаторы, как там не поддающийся фильм был в 30-х годах. Да. Еще лучше. Та-та-та-там, та-там. Андрей насаживает вторую полку. Так. Кияночка, наверное, опять потребуется. Нет? О! 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 Это мы научились. Да, мы теперь можем. Мы теперь... Так, папа фирма может. «Рога и копыта». Папа может, есть вот Андрей, передача. рекламу, давай, рекламу. Так, что мы, пожалуйста, на выезде работаем. Если что, любые полочки навешиваем. Любые полочки, любое дело. Сделаем аккуратно и осторожно. И безопасно. Б6 я тебе покажу. Давай, я же хожу, ты же на видео снимаешь, я могу ходить. А БФ6 зачем, Андрей? Как, зачем? Это в аптеке, это вот раны замазаны. А! Помнишь, это еще у нас при СССР. Ну понятно, был. нет, а как он к твоей работе относится? А вдруг перчатка порвется или случайно заденешь и можешь поцарапать, а мармит. Это же металл. Ну да. Пластик-то это полдела, а вот металл, я тебе скажу, ножики мы нету. А вот клей это как как пластырь, вместо Да, пластыря. и дезинфекция. Да, вот так вот мажешь. Андрей решил показать мне свою амуницию. Да, Боевые доспехи, Андрей. да, вот боевые доспехи, вот замазал, вот бывает, или не оденешь перчатки, или они порвутся, и вот, опа, и поцарапал. Единственное, чего не хватает, это перчаток. На Андрея Да. сейчас нету. Перчатки виниловые Да. такие, то... И вот вместо вот этой бейсболки Андрей носит на работе усиленную каскетку. То есть, которая защищает при падении сверху каких-то тяжелых предметов. Да, Доп- или до- если наклоняешься, Да, стукаешься. допустим, сковороды. Она такая же, как шапочка, там отверстие, только внутри пластик и поролон. Да. Добавка. И на ногах у Андрея, на работе тоже у тебя такие? Ну, не, чуть-чуть другие, а они черные. Эти у тебя как они называются-то? А! Кроксы. Нет, не кроксы, тоже калоши полностью Ага. закрыты. И еще, подожди. Так, иногда, я тебе покажу штаны, блин. Усиленные? Нет, непромокаемые. Ну, Вот я еще ношу штаны, чтобы химия не попадала мне
на ноги. Вот такие вот штаны кожзаменительные. У меня одни на работе, одни здесь. Прямо как это, кожа. Да, ну это... Ну кожзам, понятно, да. Это эко-кожа или винил. Андрей, ну слушай... И, знаешь, как они называются? Такие? Джоггеры. Оу. Джоггеры. Андрей, так, наверное, в них жарко же. Не, нормально. Нормально? Они это. То есть я под низ одеваю еще и трико. Ну правильно, чтобы впитывало влагу, а Да, то в этих. там, видишь, есть. А тут, да, немножечко, как бы это, ворс да, есть. ворс. Ну, то есть они мягкий. еще и утепленные, да, немножко. Мягкий. Ну, да. можно, они проветриваются. Можно 52 размер. Наул. Да, вот. И тут у меня шпатель, у меня на прицепке висит, вот так вот, на кольце висит здесь, сбоку. Иногда вот так как закругленный, да, можно в карман затолкать, он не порвет карман. Этот не закругленный. Вообще интересно, вот мы же можем представить, допустим, как выглядит слесарь-сантехник, как выглядит повар. А вот как выглядит стюард, вот, пожалуйста, в лице Андрея, вот это вот даже, вот мне полезно, как человеку творческому. Я тебе вот такую фотографию, это с моего телефона, делаю телефон, я достану его и тебе переброшу. Ты можешь туда перебросить. Меня эта коллега сфотографировала прямо на этом месте около здоровой машины. Там не все видно, но я сброшу, и ты поместишь. Так, ну ладно, нам сейчас надо с Андреем закончить уборку, а потом нас ждет доктор Дизель. Андрей просто удивляет меня своими, как скажем, гаджетами. Это же можно гаджет? Ну, да. Полезняшка, гаджет, полезная насадка. Это же было еще Смотрите, при СССР. насадка для дрели, да. которая пилит. Как лобзик, да. Как лобзик, это же вообще. А есть насадка любая, есть даже сверлильная. Да. Есть, а это недорогая, что-то ничего там рублей себе. 300 стоит там. Вот это да. Вот смотри, вот. Да. Вот включаешь ее, например. О, ладно. Вот сюда включу. Вот так. Или так, да. Ё-моё. А еще Андрей мне показал умную лампу. Андрей, покажи. Да, вот сейчас потухнет. Раз. Включилась. Второй раз. И уже более слабый свет. И да. Опять сильный. И вот сам совсем. Да. Умная. В третий раз она... Андрей, а вообще фишка Андрея, это ну принтеры мы покажем позже, а вот этот солевой камень. Да, это как-то бара, но это якобы написали, что прислали с Индии. Якобы с Индии соль. Но я не могу, Андрей, не удержаться и показать принтер. Смотрите. Андрей, включи поярче свет. Да, конечно. Ага. И вот, смотрите, умещается на ладони, это принтер. Да, вот еще один. Вот чуть этот, вот такой. Ага. Вот. Этот видите. Этот еще, у него кнопка есть, вот такая кнопка, что он, оп. То есть он по Bluetooth работает? Да, по Bluetooth. И у Андрея лента, где лента для него? Ну вот они, термобумага. Да, я когда Андрея спросил, говорю, а как же туда порошок заправляется? Андрей говорит, никакой порошок не нужен, есть специально термобумага, и прямо изображение получается на термобумаге. Сейчас вот и Андрей распечатывает всякие стикеры, листовочки. И даже попытался график распечатать. А вот это, Андрей, тоже на нем? Да, на нем. И даже фотографию он распечатывал. Вот сейчас я тебе покажу. Просто удивительно. Вот, смотри, две программки идут, вот они, на один принтер одна, на второй другая. Ага. Вот. Тут, вот, видишь, распознать текст, даже с помощью него текст, шаблон горизонтальный, какой-то простенький редактор есть. Да. Шаблоны, заметки, текст, на том есть еще и стикеры, блин. Отлично, да. Вот. Это мне помогли все в Валбересе. Вот у нас на Первомайской 20.
А то его хотят закрыть, я говорю, да вы что, вы хорошо, девчата, работаете. да. Напишем, я говорю... Андрей, а вот это что такое с синей ручкой? Это импульсный паяльник. А как это импульсный, Андрей? Ну, он всего 70 ватт берет, 30-70 ватт. Слушай, Андрей, я вот сколько живу на свете, я вот так нажимаешь. паять не умею. Ну, им можно паять. А там же какой-то канифоль надо или что это? Что это? Ну, это вот канифоль, это вот припой тоненький. Ага. А это канифоль. А вот эту подставку я сделал сам. Вот это вот приклеил, вот она. Как конструктор? Да, вот эти вот продавались, это все продается для мебели. Вот это тоже для какой-то держатель для трубки. Я зашел все для дома и вот это подобрал. Андрей, тебе надо канал вести, ты столько полезных вещей делаешь. Это я вдохновленный Дмитрием, ой, как же его, Коржевский, по-моему, из «Гусь Хрустального». Вот он, ну тот, конечно, мастер, тот винтажную технику делает, но иногда он делает какие-то скрепкоходы для точки, какую-то еще штучку. И вот я вдохновился. Андрей, как прямо у Пушкина. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай Бог изобретатель. О, это как раз потом разрешили, потому что у нас атеисты не разрешали слово Бог, а я говорю, а как же без случая? Вот. Я вот с этим сын мне не согласен, что он же говорит, надо вот это учение вести, но без чудес. Как без чудес? Они были. Да. Картина, Андрей, у тебя интересная. Да, у меня две картины. Это вот я купил, чтобы вот проснулся и береза. Тут берез мало, хотя они есть. Есть. Ну вот тут какие-то они не такие вот на этой, как его, на батарее, вот памятник в войне, там хорошие березки. Тут какие-то есть. Говорят, тут в Анапе березовая роща, мне сказали, на девятке надо куда-то проехать. Так, ну. А это вот у меня море. Я повесил. Это ты тоже купил. Прямо ты купил, погоди, это писаная картина? Не, скорее ротопринт. Ну здорово сделано, да. Все сделано здорово. Это все в смешных ценах. Вот это и вот это. Как ни странно, да. Отлично. Это у меня. И главное, у тебя датчик, смотри. Море у тебя как иллюминатор. Раз, да. Открываешь. А вот эту станцию я заказал. Это то, что за бортом там датчик уходит, но его чуть подальше надо сделать. Старший помощник Лом, проверьте температуру забортной воды. Как за бортом, да, адмирал, все такое. Так. Ну и я вот не удержусь, конечно, Андрей вот приобрел такой столик интересный. Это вот для принтера. Вот когда, не для принтера, а для ноутбука. Это, если его разложить, можно лежа и... Ну, конечно, мощнейший пауэрбанк. Ну, сейчас вот мы, подожди. Холодильник, вот Андрей сейчас достает позы. Сейчас. А может быть у тебя есть они? Есть. Андрей хочет угостить меня настоящими позами. Да, они тут позами, они бывают бузами называются, вот они. Я поштучно их, потому что... Сейчас я их... Так. Да просто на пробу, Андрей, я просто хочу, думаю, стоит их потом брать. А потом мы с тобой... Я в корейском. Да, а потом, Андрей, мы с тобой сходим в Бузную, которую я нашел на улице Поликарпова. Да. Там буряты прямо сделали настоящую бузную. Вот наконец-то. А то я в Анапе искал, не мог найти, хоть нашел полуфабрикаты. Я так скучал по ним. Так, вот. Я их поштучно, а то бывает они слепливаются. У меня холодильник. А ты хранишь их поштучно? Да, я вот беру штук 16 и стараюсь поштучно. Они все равно чуть-чуть оттаивают. Вот смотри, положил. Да. Все. Это потом уберем. Так, все. И как ты в пароварку? Она прямо у тебя пароварка называется, да? Да. Вот сюда вода наливается, ставится. Этот тут... Она напоминает, знаешь, помнишь, прибор был медицинский, ромашка, дышать этим? Да. Паром. Тут вторая секция есть. Ну,
Так. Нам И сейчас ты включишь, да, температуру? и сейчас нет, температура там нормальная, надо время. Это время, это таймер. Ага. Вот где-то на 20 это достаточно. 20 чего? Минут. Да, ну 23 там. О, так это же, Андрей, вообще И все. быстро. Да. А? Ну, я говорю, быстро? Да, но обычно не 20, просто она пока нагреется, она быстро нагревается. Я посмотрел воду, только сразу побольше наливаешь там уровень. и А всё. полки уже функционируют. Полки функционируют, а это заклеим. Главное, мелочи эти. Главное уже все, сюда можно поставить. Ну, про этот освежитель, или как он, я уже Андрею, мы рассказывали. Ну, охладитель, вентилятор, Охладитель. да. Где, Типа- Андрей, эти вот эти вот блоки? А, ты их убрал. Я их убрал туда, а куда я Сюда убрал? закладываются блоки со льдом. Их просто в морозилке держишь. Вот, А, да, вот. Вот один сюда, можно второй вот сюда. Вот тут открывается, сюда вода наливается, Ага. вода поднимается доверху, вот, включаешь. И тут даже этот, как его, этот есть. Как его? Дистанционный пульт. Да, не, ну вот эти, конечно, здорово, вот они, блок. А тут, видимо, какая-то еще не просто вода, тут какая-то такая субстанция, которая хорошо, гелевый или что-то такое. ну, замерзает, наверное, Да. быстро. Ну, она, не скажу, что быстро, И но... та-та-та-там, Андрей новую покупку распаковывает. Да, она у меня несколько дней стояла, пока полки не сделал, я ее решил Ага. не открывать. А что это такое, Андрей? Это комод, ну вот ящички я туда все разложу. А Можно это для вещей для- или для посуды? И для посуды пойдет, и для этого, вот как это, только это, вот у меня одна сторона беленькая, а одна А. сторона разноцветная. Ты, Андрей, распредели, ты какие-то вещи, тряпки в один Да, комод, да, а все остальное в другой. В основном все будет там, у меня просто не хватило места, а тут будет что-то внизу из инструментов. Да. Главное это с такими золотыми. Это, да, вставками. мрамор, я специально увидел, здесь я увидел все для дома. Вот, думаю, у меня как раз все белое, одна Мгм. сторона. Думаю, дай-ка я вот сюда куплю. Да. То есть ты, Андрей, обживаешься. Да, точно так. А что, мне тут нормально, хорошо. Еще, ну просто включу. А сейчас будет хохма, а это, оказывается, вот этот принтер детский, и он цветной. И когда я спросил Андрея, говорю, Андрей, а как цветной печатает? Он говорит, а к нему идут фломастеры. Раскрашивается, да, фломастеры, либо отдельно. Ай, А к тому не прикольно. идет. Принтер цветной. Да, и он сам отключается, если постоит, блин. А вообще, погоди, это можно что-то распечатать, это надо с телефона. Вот блин. так он будет, он на будильник похож, Да. с ушками. Прикольно. Самое интересное, подожди. Записка, шаблона, списка дел, текст, заметки, перевод, это горизонтальная записка. Нет, Не, Андрей, столько у тебя интересного узнаешь всегда. Шаблон. О, видишь, можно вот таких записки собачьи ну, детям, распечатать да, и и тут что-то разукрашивать. написать, раскрутить и эти записки нашлепать. Вот, Классно, например, да, смотри, да, о, да. записка. Раз достал, провели пальцем, чтобы удалить пункт. Потом шрифтом напечатал вот тут вот. Мгм. Раз и раз оборвал. Да, Только да, единственное, да. вот тут вот хуже обрывается. Смотри, он был, а сейчас желтый уже. А он меняется. Классно. Он меняется, потом сам отключится, кстати. Забыли, он отключится. Какое-то Классно. время. О, например, введите текст. О, вот разобраться, например. Ну понятно, привет. да. Допустим, я пошел гулять. Да, привет. Встретимся, или там пошел гулять. Пошел гулять. Да, и все, и запускаешь, он тебе распечатает такой стикер, да? Да, это как стикер, гулять. Прикольно. Нет, вот это вот я не ввел, но это он распечатал. А. Надо было еще разобраться, как вот туда.
Текст. Если хочешь холодное, оно в холодильнике. Да, не надо. А я не хочу. Позы готовы. Андрей открывает пиво. Напоминаю, что это нулевка, безалкогольная. И сейчас Андрей скажет небольшой тост. И на этом съемку нашу сегодня и выпуск «Привет, Андрей» заканчиваю, потому что батарея заканчивается элементарно. Давай, Андрей. Да. Ну, тост, все будет хорошо, как у нас на, вот там, видите, на Солнечном, там прямо рассвечено и ночью, и все переживем и за дружбу. Давай. За взаимодействие. Главное взаимодействие. Мужчин, женщин, коллег на работе, главное взаимодействие. Соседних коллег. Да. Вот. Главное давай. взаимодействие, да, все. И без фанатизма. Слушай, классно. Вот я почему и взял, потому что Балтика не то. Да. А вот это вот пахнет. Конечно, отличается от марочного, оно такое более насыщенное. Да. Но это вот я смотрю, Тоже очень такое, пиво есть. тоже пиво легкое и Да, приятное на вкус. Да, вот почему я ее взял. А это всего 38 стоит. То есть оно в 3 раза дешевле, чем то. Ну, И это был выпуск «Привет, Андрей». Номер уже, наверное, там, номер я укажу на экране. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго. Пока-пока. короче, ты мне написал, а время было без 10, что ты идешь. Я смотрю, сижу у пенька, думаю, что я успею сделать? Смотрю, а мне пришли эти самые перчатки и, по-моему, вот такой диммер на Валберес. Что такое диммер? Диммер — это регулятор вращения, регулятор освещенности. Понимаешь, я его сам поставил. То есть на фазу фаза размыкается, а внутри идет это. Он, кстати, снимается, можно снять. А внутри остальной напрямую провод, понимаешь, идет. И он потом регулируется. Вот. И самое интересное, выключается он, когда на полную, а потом выключается. Слушай, тишина такая сразу. Вот, тишина. Андрей, вот эту прорекламируй. Андрей продает вот эту штуку, может быть, Да кто-то из наших подписчиков купит. Сейчас я посмотрю. Сейчас. У нее еще клавиатура есть, вот. Ну, коротко про диагональ. Диагональ. Ой, сколько диагональ-то большая? 10. Ну, 10, наверное, да, дюймов. Да, 11. 10 дюймов, 11. Он большой, вот смотреть что-то можно. Ну, а что, вот Телеграм, еще что-то. У меня тут с интернетом не очень, но он простенький и недорого стоит. Вот. Я бы его недорого... За сколько? Ну, не знаю, я... 3,5 бы я продал. За 4. Ну, остальные характеристики напечатаем в комментариях. Не в комментариях, а в описании к ролику. А ты мне, Андрей, пришлешь характеристики его, ладно? Ну, хорошо. В принципе, что-то посмотреть, ну, на мелочь поиграть, это можно, да. YouTube там, то все. 3,5 раз тысячи. 3,5 2. Да. А кто пришли, скажет, что Да. мы покупаем, тогда мы ударим Да, и скажем продано. Да, да.